Дорогие друзья, сегодня приглашаю вас связать потрясающую шапочку. Моя авторская разработка. Крючок номер 3. Пряжа у меня полушерсть 390 метров в 100 граммах. Мы выполняем с вами ораны крючком. Очень красивая и стильная шапочка получается. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашей шапочки с эластичного набора, который выполняется с патентных столбиков с накидом. Как мы это делаем? Я выполняю 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Далее я выполняю патентный столбик с накидом. Я ввожу крючок в первую воздушную петлю и выполняю, смотрите, патентный столбик. Это столбик на воздушной петле. Провязываю воздушную петлю и далее провязываю столбик с накидом. Далее накид. И теперь ввожу крючок в эту воздушную петлю. Но захватываюсь не за одну нить, а за 2. Вот таким образом. Получается тогда очень красиво, аккуратно. И мне так больше нравится. И провязываю петлю, столбик с накидом. Накид. Опять ввожу крючок в воздушную петлю, захватываю 2 нити. И провязываю патентный столбик с накидом. Вяжем аккуратно, при этом не затягиваем. И видите, давайте еще пару столбиков выполню. Накид, ввожу крючок, захватываю 2 нити петли и патентный столбик. Накид. И давайте еще один патентный столбик выполним. Вот таким образом мы с вами выполняем наш первый ряд. Прежде чем продолжить нашу работу, хочу показать готовое изделие и немножко, буквально 2 слова сказать о распределении наших петель, и за счет чего вы можете уменьшить или увеличить размер шапочки. Смотрите, мы с вами набирали наши петли таким образом, это 108 петелечек, и распределили таким образом по 31 петли с одной и с другой стороны на резиночки, а на наше плетение у нас с вами получилось 23 петли. В дальнейшем мы добавили 5 петель, и само плетение располагается на 28 петлях. Если вы хотите уменьшить или увеличить размер шапочки, обращаю ваше внимание, плетение остается неизменным. Единственное, что вы можете, это увеличить или уменьшить количество, ну скажем так, размер вашей резинки. Да? Если у меня это 31 петля, вы можете добавить или убрать петли. Именно за счет резиночки вы регулируете размер вашей шапки. Еще на чем хочу остановиться, поскольку это косы, а любые косы, будь то спицами, будь то крючком, они не любят, когда они сильно растянутые, тогда они смотрятся не очень красиво и аккуратно. Поэтому учитывайте, хотя шапка сама, соответственно, она эластичная, да, получается, очень хорошо растягивается за счет плетений и резинки, но чтобы она красиво и аккуратно смотрелась, не нужно, чтобы она прям была сильно растянута. Обязательно учитывайте при расчете на ваш объем, на вашу голову. Делайте небольшие образцы. Еще раз повторюсь, размер шапки мы регулируем за счет резиночки. И еще хочу сказать, вы можете плетение сделать, как у меня, с одной и с другой стороны. Можете плетение сделать только с одной стороны, а с этой стороны, с противоположной, заменить плетение на резинку. Экспериментируйте, а мы с вами продолжим. И для нашей шапочки нужно набрать 108 петель. Обращаю ваше внимание, что мы выполнили петли подъема, это заменяет у нас 1 столбик. Далее мы выполняем
106 патентных столбиков, то есть всего получилось 107 петель, и 108 столбик у нас будет замыкать наше колечко. Обязательно перед тем, как завершить нашу работу, проверьте, чтобы кольцо не было перекручено. И как мы завершаем? Выполняю накид на крючок. Смотрите, ввожу крючок и начинаю выполнение нашего последнего патентного столбика. То есть вытягиваю воздушную петлю. И теперь ввожу крючок вот таким образом с изнаночной как бы стороны в самую первую воздушную петлю. И провязываю, при этом и провязываю воздушную петлю моего патентного столбика и завершаю выполнение самого столбика вот таким образом. Все очень просто. Далее ввожу крючок мою воздушную петлю подъема, которая идет сразу первая от столбика, выполняю соединительную и подтягиваю. Мое, видите, колечко сомкнуто. И первый ряд, опять же, красивый, эластичный, у нас с вами готов. Это у нас с вами вспомогательный ряд. И далее мы начинаем распределять наши петли для нашего плетения. Опять же, ряд будет вспомогательный или дополнительный. Я выполняю вогнутый столбик без накида. 2 воздушные петли подъема. Далее накид на крючок и выполняю выпуклый столбик с накидом. Далее накид на крючок и выполняю вогнутый столбик с накидом. И теперь начинаю выполнение моего плетения. И как я и говорила ранее, само плетение у нас располагается на 28 петлях, но сейчас мы выделяем 23 петли. И в дальнейшем мы добавим 5 петелечек. Как мы это делаем? Я выполняю сначала 3 выпуклых столбика. И давайте, чтобы нам было понятно, мы с вами не путались, начало выполнения нашего плетения отметим маркером. Вот вершинку самого первого столбика, вот таким образом. Далее я выполняю вогнутый столбик. Далее опять выполняю 3 выпуклых столбика. 1, 2, 3. Далее вогнутый. Далее 3 выпуклых. 1, 2, 3. И вогнутый. Вот смотрите, мы выполнили 1, 2, 3 по 4 столбика. Всего нам нужно выполнить 5 раз. 3 мы выполнили. Далее выполняем 1, 2, 3, вогнутый. Это у нас с вами 4-й раз и 5-й раз выполняем. 1, 2, 3,
и вогнутый. И далее я выполняю 3 выпуклых столбика. 1, 2, 3. И смотрите, мы с вами выполнили наши столбики под плетение. 23 столбика. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз по 4 это 23. Выполнили 23. Опять же, последний столбик я рекомендую отметить маркером, его вершинку. А дальше мы начинаем выполнять с вами резиночку. Резиночку мы начинаем, как и с этой стороны, выполнять с вогнутого столбика. Обязательно обратите внимание, перед плетением и после у вас идут вогнутые столбики с одним накидом. И далее будем чередовать выпуклый и вогнутый. Выпуклый или лицевой и вогнутый или изнаночный. И напоминаю, у нас с вами должно так получиться 31 столбик. И далее опять мы будем точно так же выполнять, распределять петли под следующее плетение. И далее опять у нас будет 31 столбик под резиночку. Далее выполняйте самостоятельно. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Прежде чем завершить выполнение нашего ряда, хочу сразу показать. Вот мы уже выполнили, видите, подготовительный ряд и распределили петли для одного плетения, для резиночки. Напоминаю, 23 петли для одного плетения, для второго плетения 23 петли, и по сторонам с одной и другой стороны у нас с вами находятся петли для резиночки, 31 петля и 31 петля. Обращаю ваше внимание, что при завершении ряда вы можете проверить и пересчитать 31 петлю. И обязательно не забывайте считать вашу петелечку подъема. Это вторая воздушная петля подъема, которую вы выполняли в начале ряда. Мы продолжим. Я завершаю выполнение моего подготовительного ряда, ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И могу приступить к выполнению следующего ряда. У меня еще один ряд будет подготовительный. Мы с вами добавим столбики. Напоминаю, всего у нас в плетении должно получиться 28 столбиков. Сейчас у нас 23. Мы добавим с вами 5 столбиков. Над вогнутыми столбиками добавим по одному. Видите, 1, 2, 3, 4, 5. И у нас получится 28 столбиков или петель. Приступим к выполнению. Все последующие ряды мы с вами будем начинать одинаково. Выполняем вогнутый столбик без накида. Далее 2 воздушные петли подъема и выпуклый столбик с накидом уже над нашим столбиком в предыдущем ряду и вогнутый. То есть мы выполняем резиночку, да, и далее начинается у нас плетение. Мы переставим маркер. Над выпуклыми столбиками мы выполняем 3 выпуклых столбика. 1. Напоминаю, что выпуклые столбики еще называются лицевыми столбиками. В нашем случае все столбики идут с одним накидом. Возвращаю маркер
Мы с вами, когда начнем уже само переплетение выполнять, маркеры уберем, потому что уже хорошо будет видно, они нам будут не нужны. Накид. И теперь над вогнутым столбиком я выполню 2 столбика. Раз. И над этим же столбиком выполняю еще один столбик. 2. Далее 3 выпуклых. Раз. 2, 3. Далее опять у нас вогнутый и выполняем 2 вогнутых. Раз. И здесь же 2. Вот видите. Таким образом мы с вами будем довязывать до конца нашего плетения. Давайте еще раз выполним. Далее вы выполните самостоятельно. Раз. Два. 3. И над нашим вогнутым столбиком раз и 2. Далее вы выполняете самостоятельно до маркера. Я выполнила рельефные столбики для моего плетения. Напоминаю, я добавила 5 вогнутых столбиков. Всего у меня для плетения получилось 28 столбиков, 28 вершинок. И далее я продолжаю работу, я выполняю резиночку. В дальнейшем наша резиночка будет выполняться неизменно, то есть над вогнутыми столбиками мы выполняем вогнутые, над выпуклыми выпуклые. И в принципе для экономии времени я повторяться не буду. Вот я сейчас показываю. Вяжется одинаково во всех рядах. Без изменений мы будем с вами вот таким образом вязать. И мы с вами выполняем нашу резинку. Далее выполняем точно так же плетение, то есть добавляем 5 вогнутых столбиков и выполняем резиночку дальше. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего подготовительного ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительной, подтягиваю. И теперь я могу приступить к выполнению первого ряда плетения. Всего у нас раппорт в высоту 10 рядов нашего плетения. Начинаем мы с резиночки. Как и ранее, у нас вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, далее выпуклый столбик с накидом и вогнутый. Выполнили. Маркер я убираю, наше плетение уже хорошо будет видно, он нам не понадобится. И теперь я выполняю 3 накида на крючок, пропускаю мои вершинки, 5 штучек, 3 выпуклых, 2 вогнутых. И над моим выпуклым столбиком я выполняю выпуклый столбик с 3 накидами. Раз, 2, 3. И таких еще 2 столбика выполняю. Всего должно быть 3. Раз, 2, 3 и 2 вместе. И еще раз. Раз, 2, 3, 2. Выполнили. Далее я выполняю 2 воздушные, 3 накида на крючок и возвращаюсь к моим 3 столбикам, которые я пропустила. И выполняю точно такие же 3 столбика. И обращаю ваше внимание, вы можете взять поудобнее. Я вот таким образом беру, мне так удобнее вязать. Первый столбик готов. Далее второй и третий. Видим, да, мы над нашими столбиками выполняем. И третий. Вот такое красивое у нас с вами уже
плетение получилось, да, наши столбики. И мы продолжаем работу. Я выполняю 2 вогнутых столбика с накидом. 1, 2. И далее выполняем точно такое же плетение. 3 накида, пропускаю и вяжем столбики с 3 накидами выпуклые или лицевые. Все столбики выпуклые можно называть лицевыми. Второй столбик с 3 накидами выпуклый и третий. Буду вязать немножко побыстрее, мы с вами уже это все провязали. Вы можете вязать со своей скоростью. 2 воздушные и точно так же, как и здесь. 3 накида на крючок, возвращаюсь к столбикам, беру так, как мне удобно, и выполняю первый столбик с 3 накидами, второй, все столбики выпуклые, и третий. И вот наше второе такое перекрещивание, да, плетение готово. Мы с вами продолжаем работу. 2 вогнутых столбика. 1, 2. И далее, опять же, я маркер убираю, больше он мне не понадобится. Выполняю 3 накида на крючок, опять же пропускаю. Здесь немножко плетение будет другое, но начинаем мы точно так же. 3 столбика с накидом выпуклые. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее я выполняю 2 воздушные. 1, 2. И теперь смотрите, точно так же 3 накида на крючок, но провязывать я буду не перед работой, а за работой. То есть я беру и вот эти столбики наклоняю вперед и захватываю первый столбик, и точно так же вот так наклоните, чтобы вам удобнее было провязывать. И точно так же провязываю столбики с 3 накидами выпуклые. Первый. Далее второй. Не спешите, все очень просто. Главное быть внимательными. И третий. Вот видите, его хорошо видно. Третий наш столбик. Выполнили. И смотрим. Наше плетение готово. Вот видите, 2 в одну сторону и третье плетение у нас в другую сторону. Красиво, аккуратненько получается. И мы продолжаем с вами работу. Далее у нас идет резиночка. Опять же, я начну выполнение, далее вы продолжите самостоятельно. И напоминаю, мы выполняем с вами резиночку и опять же с противоположной стороны выполняем точно такое же плетение. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение первого ряда нашего плетения. Или первого ряда раппорта в высоту. Да, я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И начинаем выполнение второго ряда нашего раппорта в высоту нашего плетения. Вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли, выпуклый столбик с накидом, вогнутый. Это часть резиночки, напоминаю, мы выполняем. И над нашим плетением. Здесь все очень просто. Мы выполняем выпуклый столбик
с накидом над нашими столбиками. Выпуклый 1, 2 и 3, видите. Далее над двумя воздушными очень внимательно мы выполняем 2 столбика с накидом. 1 и 2. Далее опять выпуклые столбики. 1. Обязательно считайте, чтобы не потерять ни один столбик. Всего 3. Над вогнутыми мы выполняем вогнутые столбики. 1, 2. И далее опять 1, 2, 3. И над нашими воздушными 1, 2. Вот видите, сам ряд очень простой, и все наши четные ряды будут достаточно простыми, похожими друг на друга. Опять наши выпуклые столбики с накидом, вогнутые. 1, 2. И далее опять мы выполняем с вами выпуклые. 1, 2, 3. Я достаточно быстро вяжу, но здесь все очень просто. Над воздушными не забывайте обязательно 2 столбика с накидом над двумя воздушными. И наши 3 столбика с накидом, опять 3 выпуклых. 1, 2, 3. И резиночка. 1, 2 и так далее. Так вы выполняете второй ряд. Второе плетение вы выполняете самостоятельно, и резиночку, естественно, выполняете самостоятельно. Завершу выполнение второго ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда нашего плетения, нашего раппорта в высоту. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, ряд завершен. И я могу приступить к выполнению третьего ряда. Пока я остановлюсь, вот посмотрим наше плетение. И теперь очень внимательно смотрите. Мы выполнили с вами первый и второй ряд нашего плетения. Третий и четвертый ряд это будет абсолютно такой же, как первый и второй. То есть третий, четвертый ряд вы будете выполнять самостоятельно, точно повторяя выполнение первого и второго ряда. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Как и ранее, мы с вами выполняем вогнутый столбик без накида, 2 воздушные. Мы с вами вяжем резиночку, выпуклый столбик, вогнутый с накидом. И наше плетение. Мы выполняем 3 накида на крючок, пропускаем наши 5 вершинок, захватываем и еще раз повторюсь, выполняем все точно так же, как в первом ряду. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Первый столбик с 3 накидами выпуклый, второй и третий. Далее 2 воздушные, 3 накида на крючок и возвращаемся к нашим столбикам. Вот таким образом. Первый столбик, далее второй, и третий. Вот такое плетение
Видите, точно так же, как мы выполняли в этом ряду. Выполняется, напоминаю, 3-й и 4-й ряд вы выполняете самостоятельно, как 1-й и 2-й. И как мы с вами и договорились, мы выполнили 3-й и 4-й ряд нашего раппорта в высоту. Я завершила выполнение 4-го ряда, точно так же, как и предыдущие, видите, да, во вторую воздушную петелечку подъема соединительную. И я повторяться не буду, мы в дальнейшем, как и ранее, будем именно так завершать выполнение ряда. Вот такие у нас красивые с вами плетения получились. Мы выполнили 4 ряда нашего раппорта в высоту. И приступим к выполнению 5-го ряда. 5-й ряд мы начинаем точно так же, как и все предыдущие. Вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, выполняем столбики резинки и наше плетение с вами. Мы выполняем 3 выпуклых столбика с накидом. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее над нашими столбиками с накидом мы выполняем 2 вогнутых столбика. 1 и над следующим 2. 2. И далее очень внимательно мы будем с вами выполнять плетение. Выполняем с вами 3 накида на крючок. 1, 2, 3. Пропускаем 1, 2, 3, 4, 5. И как и ранее, да, мы выполняем 3 столбика с 3 накидами выпуклые. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее мы вяжем с вами 2 воздушные петли и выполняем опять же 3 накида на крючок. И далее очень внимательно мы будем выполнять наши также 3 столбика выпуклые с накида, с 3 накидами точнее, над нашими 3 столбиками пропущенными, но заработать, то есть наши вот эти столбики, то есть точно так же, как вот в этом плетении, мы их вот таким образом вперед опускаем и провязываем наши 3 столбика. Не спеша, аккуратненько 1 столбик с 3 накидами, 3 накида, 2 столбик, все столбики выпуклые, напоминаю, с 3 накидами, и 3. Ничего сложного, мы с вами вот таким образом выполнили наше плетение, видите. Далее мы смотрим, у нас по рисунку идет 2 вогнутых столбика с накидом. 1, 2. И снова у нас с вами будет плетение. Теперь мы выполняем с вами вот такое переплетение. То есть 3 накида на крючок. Над 3 столбиками выполняем 3 столбика с 3 накидами. 1, 2, 3. И далее 2 воздушные и
опять столбик с 3 накидами. Возвращаемся к нашим столбикам. И теперь мы перед работой провязываем. Берем поудобнее и провязываем. Раз. Два. И 3. Выполнили, видите? Далее мы выполняем 2 вогнутых столбика. Раз, 2 столбики с накидом. И далее 3 столбика выпуклых с накидом. Раз, 2 и 3. Далее у нас с вами идет резиночка. Я выполню пару столбиков. Вы продолжите самостоятельно, как обычно. И вот такое у нас с вами плетение получается. Видите, очень красиво и достаточно просто. Далее вы выполняете резиночку и точно такое же второе плетение. Завершу ряд я вместе с вами и начну выполнение следующего 6-го ряда. Напоминаю, мы с вами выполняем 5-й ряд нашего раппорта в высоту. Мы с вами завершаем выполнение 5-го ряда, как и предыдущие ряды, мы завершаем абсолютно точно так же. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема соединительной, подтягиваю. И обращаю ваше внимание, запомните 5-й ряд, и сейчас мы с вами будем выполнять 6-й ряд. Эти 2 ряда у нас с вами будут повторяться. Давайте выполним 6-й ряд. Я начну его выполнение. Вогнутый столбик, 2 воздушные петли подъема, наши столбики резинки. И далее над выпуклыми столбиками я делаю выпуклые столбики с накидом. Вот таким образом. Над вогнутыми вогнутые. Все столбики у нас с вами с накидом. Далее у нас выпуклые столбики. И выполняем столбики с накидом. Раз, 2, 3. Далее у нас с вами воздушные петелечки, 2, над которыми мы выполняем 2 столбика с накидом. Раз и 2, как мы выполняли с вами ранее в нашем плетении. Далее опять же над 3 столбиками 3 выпуклых. Раз, 2, 3 и 2 вогнутых. Раз и 2. Далее у нас 3 выпуклых. Раз, 2, 3. Вот видим. И далее 2 воздушные, 2 столбика с накидом выполняем над 2 воздушными. Раз, 2. Далее у нас 3 выпуклых. Раз, 2 и 3. 2 вогнутых. Видите, да? У нас с вами по узорчику идет. Раз, 2. И теперь последние 3 выпуклых. Раз,
2, 3. Далее у нас столбики резинки идут. Я провяжу пару столбиков, вы продолжите самостоятельно. Вогнутый, выпуклый и так далее. И наше плетение с вами. Я подчеркну, что мы с вами выполняем 6-й ряд. И нам нужно с вами 3 раза повторить 5-й и 6-й ряд. Первый раз мы повторили, и еще нужно повторить 2 раза. И я завершу выполнение ряда, начну выполнение следующего 7-го ряда, он точно такой же, как 5-й. И в дальнейшем повторюсь еще, и вы далее продолжите самостоятельно. Мы с вами завершаем выполнение 6-го ряда. Ввожу крючок, соединительное, и приступаю к выполнению 7-го ряда. Напоминаю, что мы выполняем начало точно так же, как и ранее. Наши столбики резинки. И теперь я остановлюсь и повторюсь. Как я и говорила ранее, мы с вами выполнили 5-й и 6-й ряд. И теперь будем 7-й, 8-й, 9-й и 10-й ряды просто повторять. То есть 5-й и 6-й, как 7-й и 8-й, и 9-й и 10-й опять же, как 5-й и 6-й. То есть вот эти 2 ряда нам нужно повторить, еще раз скажу, 3 раза. Первый раз мы с вами выполнили, нам нужно еще повторить 2 раза. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Выполняем 3 выпуклых столбика с накидом. Далее 2 вогнутых. Раз. 2. Давайте повторим. И у нас с вами точно такое же плетение идет. Мы выполняем 3 накида на крючок. Выполняю 3 столбика с 3 накидами. Выпуклые. Раз. 2. И 3. Далее у нас идет 2 воздушные. Я повторюсь, мы с вами повторяем полностью 5-й ряд. 3. И теперь наши столбики мы вот таким образом опускаем вперед. А наши столбики с 3 накидами будем вязать за работой. То есть вот таким образом. Столбики выпуклые с 3 накидами провязываем. Раз. 2 и 3. Вот видите, 3 хорошо видно. И далее у нас с вами идет 2 вогнутых. Я провяжу и остановлюсь. Мы посмотрим, что у нас получается. Раз, 2 по узору. И вот видим наше плетение. Видите, да, точно так же мы все будем выполнять и далее. Вы выполняете самостоятельно. Еще раз повторюсь, 5-й и 6-й ряд мы выполняем 3 раза. Первый раз мы с вами выполнили. Далее выполняем 7-й, 8-й, 9-й и 10-й. Мы с вами выполнили
7, 8, 9, 10 ряды самостоятельно. И напоминаю, что мы выполнили с вами 5 и 6 ряд. И 7, и 8, 9 и 10 выполняли как 5 и 6. То есть повторяли наши 2 ряда 3 раза. И вот такое красивое у нас с вами плетение получилось. Видите? Мы выполнили с вами наш раппорт в высоту. Это 10 рядов. Видите, красивое плетение объемное получилось. И теперь мы будем выполнять наше полотно на необходимую нам высоту. Я начинаю выполнение с самого первого ряда, то есть, повторюсь, раппорт в высоту у нас с вами 10 рядов, и мы начинаем выполнение с нашего первого ряда. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Как и ранее, я выполняю вогнутый столбик без накида. 2 воздушные петли подъема и выполняю наши столбики резинки. Далее мы, как и ранее, помним, да, у нас вот наши рельефные столбики. И мы с вами выполняем 3 накида на крючок, и я начинаю выполнять вот такое плетение, которое мы с вами выполняли в самом начале, помним. И выполняю 3 выпуклых столбика с 3 накидами. Первый, второй и третий. Выполнили. Далее я выполняю 2 воздушные и 3 накида на крючок, возвращаюсь к нашим столбикам. И выполняю первый столбик, второй, и третий. И я повторюсь, я начала выполнение второго раппорта в высоту. Это вот наш первый ряд. То есть вот видите, наше вот это первое плетение. Разверну, чтобы вам хорошо было видно. Далее выполняем по узору 2 вогнутых столбика. Над нашими столбиками с накидом. И выполняем точно такое же плетение дальше. Итак, мы с вами выполняем наше полотно на необходимую нам высоту. Мы с вами выполнили ровное полотно нашей шапочки. Вот такой потрясающий, красивый, объемный узор в технике аранского вязания у нас с вами получился. И посмотрим на высоту нашего полотна. У нас получилось с вами 16 сантиметров. Видите, вот я специально показываю. Мне этого достаточно. Я показываю специально в сантиметрах, потому что все зависит от вашей пряжи и плотности. И смотрите, я уже отметила маркером с одной и другой стороны центральный столбик в нашей резинке. Напоминаю, что у нас с вами в резинке 31 столбик. И я отметила центральный столбик. Это с одной и с другой стороны 16 столбик. Вот вершинку с одной стороны и с другой ввела маркер. Напоминаю, что наши петли подъема заменяют один столбик. Вот мы просчитываем 15 с одной, 15 с другой. И в центральную петлю или вершинку мы вводим маркер. Отметили и приступим к выполнению нашего
донышка или макушки, красивой, аккуратной. Мы с вами приступаем к выполнению первого ряда донышка. Скажу сразу, я покажу выполнение принципа выполнения, далее вы будете выполнять самостоятельно. Начинаем выполнение нашего полотна. Опять же, все точно так же, как и ранее. Вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петелечки подъема и рельефные столбики, выпуклые, вогнутые, то есть все по узору. Далее мы вяжем наше плетение по узору, то есть выполняем очередной наш ряд в раппорте высоту. У меня получается это вот столбики выпуклые, столбики с накидом. Ну, то есть вы смотрите уже по своему плетению и выполняете самостоятельно до моего маркера, не довязывая 2 столбика. Мы с вами продолжаем нашу работу, и как и договорились, видите, вот наша вершинка. Мы не довязали 2 столбика и будем выполнять 2 столбика с общей вершинкой. То есть я захватываю, выполняю незавершенный выпуклый столбик, далее накид на крючок и выполняю незавершенный вогнутый столбик и общая вершинка. Далее я выполняю выпуклый столбик с накидом. И пока буду фиксировать маркером, а потом я его уберу, уже у нас будет хорошо видно наши сокращения. И далее, опять же, за столбиком я выполняю вогнутый теперь столбик с накидом и выпуклый, незавершенные и общая вершинка. Далее я все вяжу по узору. Рельефные столбики, резинки и так далее. Далее мы вяжем с вами плетение. И с другой стороны выполняем то же самое. И уже завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершила выполнение первого ряда нашей макушки или донышка и приступила к выполнению второго ряда. Все точно так же, как и ранее мы с вами выполняли наш узор. Видите, да, то есть мы просто выполняем наше плетение и продолжаем выполнение раппорта в высоту. И я довязываю резиночку до маркера. И вот видите, 2 вершинки не довязала. И показываю, как выполнить следующее сокращение. Смотрите, я выполняю накид на крючок, выполняю незавершенный вогнутый столбик. Далее накид на крючок, и вот наши 2 столбика, видите, вот с общей вершинкой. Я захватываю только 1 столбик, вот таким образом. Из 2 я захватываю 1. Так получается аккуратнее, красивее. И выполняю общую вершинку. Далее я маркер уже уберу, этот столбик хорошо видно, и мы провязываем с вами лицевой или выпуклый столбик с накидом. Он у нас с вами будет идти без изменений, так и будет провязываться. Что делаем дальше? Опять же, смотрите, 2 столбика с общей вершинкой. Я захватываю только 1, именно лицевой, да, вот таким образом. Выполняю незавершенный столбик. Далее накид. Захватываю вогнутый столбик, провязываю, вогнутый, незавершенный и общая вершинка. Видите, ну вот уже начались наши сокращения.
Далее я выполняю резиночку по узору. Далее я продолжаю выполнять плетение. С другой стороны я вяжу то же самое и завершаю выполнение ряда. Мы с вами завершили выполнение второго ряда нашего донышка и приступили к выполнению третьего ряда донышка или макушки. Выполняем опять же все по узору. Наш раппорт, высоту, выполняем наше плетение. Видите, здесь все у нас с вами без изменений. И мы опять же не довязываем 2 вершинки. Вот наш столбик центральный. Я опять его отметила маркером, просто чтобы вам было видно. Ну, его уже, в общем-то, хорошо видно. И теперь я захватываю, выполняю незавершенный выпуклый столбик, накид. И опять же, по этому принципу, как и ранее, я из 2 столбиков буду захватывать только выпуклый столбик. И выполняю столбики с общей вершинкой. Вот таким образом. Далее я выполняю выпуклый столбик над выпуклым, который у меня будет на протяжении всего донышка без изменений идти. И захватываю выпуклый столбик, накид и еще один выпуклый столбик с общей вершинкой. Выполняем наши столбики вот таким образом. И далее выполняем нашу резиночку. Так мы с вами опять же довязываем наш ряд и выполняем наше донышко или нашу макушку самостоятельно, используя принцип, который я только что показала. Выполняем сокращение с одной и с другой стороны нашей шапочки. Повторюсь, выполняем самостоятельно. Мы с вами выполнили, вот смотрите, сокращения самостоятельно, хорошо видны. И я хочу остановиться еще на нескольких нюансах. Смотрите, вот наше сокращение, его хорошо видно. Я покажу, вот наш центральный столбик, видите. И идут сокращения. Они идут красиво, аккуратно, симметрично. И при выполнении наших рядов донышка я остановилась на сокращении, когда, вот помните, у нас с вами до нашего центрального столбика и после идут столбики с общей вершинкой, но они выпуклые. И для того, чтобы я специально вот провязала самостоятельно, чтобы у вас красиво и аккуратно смотрелось, здесь есть небольшой нюансик. Смотрите, я выполняю вогнутый столбик с накидом незавершенный. Ну, то есть мы до нашего, видите, вот столбика не довязываем 2 вершинки и начинаем сокращение, как и говорили. Далее накид на крючок, и я теперь выполняю, захватываю. То есть у нас эти 2 столбика как бы равноценные, да, я захватываю столбик, который ближе к моему столбику. И выполняю выпуклый столбик и общая вершинка. То есть, смотрите, видите, вот мой столбик, который остается без изменения, и столбик, который ближе к нему, я не захватываю ни с этой стороны, ни с этой. Тогда у нас сокращения будут красивые и симметричные. Именно в этом ряду. Далее накид я провязываю. И опять же, из 2 столбиков я буду захватывать именно вот этот, дальний от нашего центрального столбика. Накид, незавершенный и вогнутый. И общая вершинка.
Вот таким образом, видите? Тогда наши сокращения будут красиво и аккуратно идти, именно визуально. И еще обращаю ваше внимание, смотрите, я выполняю, завершаю, точнее, выполнение нашего ряда. Ввожу крючок, ну, как обычно, да, мы с вами соединительно. И далее, для того, чтобы красиво выполнять наши сокращения, нам нужно будет перейти соединительными. Вот первая соединительная и вторая соединительная к нашему столбику вогнутому, который идет у нас перед плетением. И начать выполнение уже ряда именно с этого столбика. Вогнутый столбик без накида, 2 воздушные. И выполняем тот ряд, который у вас идет по узору. Далее вы продолжаете сокращать самостоятельно до нашего плетения. И мы дальше с вами продолжим работу уже вместе. Мы с вами выполнили наши сокращения в шапочке. Вот видно хорошо. И теперь давайте вот я разверну, мы посмотрим. Вот наш столбик. Я просто покажу, на каком этапе я остановилась. Столбик, который неизменный был, да, и вот с одной и с другой стороны у меня по 2 столбика с общей вершинкой и вогнутый столбик с этой и с этой стороны. Вот видите. И наше плетение. И мы приступим с вами к сокращениям в плетениях и продолжим сокращать саму вершинку. Что я делаю? Я выполняю вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема. Далее смотрите, первый незавершенный столбик и второй, и общая вершинка. Далее выпуклый столбик, далее опять 2 столбика у меня будут с общей вершинкой. Раз, 2 и общая вершинка. Далее у нас с вами 3 выпуклых столбика. Раз, 2, 3. И далее вновь 2 столбика с общей вершинкой. Напоминаю, мы выполняем рельефные столбики с одним накидом. Общую вершинку сделали. Далее тоже у нас с вами просто выпуклые будут. Раз, 2, 3. Вновь вогнутые столбики с общей вершинкой. Раз, 2, общая вершинка. Далее у нас без изменений 3 выпуклых, 3 столбика, запуталась ниточка, повторим. И далее у нас 2 вогнутых с общей вершинкой. Ну, то есть как мы и до этого делали. Раз, 2. Далее опять без изменений 3. Раз, 2, 3. И далее у нас опять будет 2 столбика с общей вершинкой. Раз, 2. Далее у нас 1, здесь внимательно, и 2 с общей вершинкой. Раз, 2 и общая вершинка. Вот наше плетение, сокращение мы выполнили в нашем плетении.
И далее я выполняю, как мы с вами выполняли ранее, первый незавершенный. И смотрите, у меня 2 столбика выпуклых с общей вершинкой. Я захватываю тот, который ближе к моему вогнутому столбику. Общая вершинка. Далее мой неизменный столбик, да, выпуклый. И далее опять же с этой стороны мы с вами выполняем, как выполняли и ранее. Мои 2 столбика с этой стороны я выполняю вот дальний, то есть ближний к вогнутому. Мы с вами уже это все проговаривали, выполняли. Незавершенный и общая вершинка. Далее мы выполняем сокращение в моем втором плетении точно так же, как и ранее. Я начну выполнять, вы продолжите самостоятельно. Так, мы с вами выполняем сокращение во втором плетении. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Я выполняю накид на крючок. Вот мои 2 столбика, да, с общей вершинкой. Я захватываю тот, который ближе к моему столбику вогнутому. Выполняю незавершенный столбик. И вогнутый столбик у меня заменяет вогнутый столбик без накида. 2 воздушные петли подъема. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку. И вот таким образом завершаю выполнение моего кругового ряда. Далее я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд у меня последний. Как я это делаю? Смотрите, вот мои 2 столбика с общей вершинкой. Я выполняю вершинку соединительную. И далее ввожу крючок под 1 столбик. Выполняю столбик без накида. И 1 воздушную петлю подъема. Далее выполняю над этим столбиком столбик с накидом выпуклый. Далее над общей вершинкой выполняю вогнутый столбик с накидом. Далее 2 столбика с общей вершинкой и столбик 1. Далее вогнутый, 2 столбика с общей вершинкой. Здесь мы просто будем с вами сокращать, выполняя 2 столбика с общей вершинкой. Видите, да, они выпуклые. И еще 1 выпуклый. Далее просто вогнутый. Вновь 2 столбика с общей вершинкой. И выпуклый просто. Вот таким образом у нас с вами будут идти сокращения до конца нашего плетения. Опять вогнутый. Далее 2 с общей вершинкой. 1, 2. Просто выпуклый. Далее вогнутый. И здесь очень внимательно смотрите накид. Я выполняю первый незавершенный столбик. И здесь захватываю 1 столбик, который ближе к моему столбику. И выполняю общую вершинку. Все. Вот таким образом мы выполнили еще 1 ряд сокращений, он последний. Далее, смотрите, у нас с вами 3 столбика. Мы с вами захватываем, вот видите, 2 столбика с общей вершинкой. Мы этот столбик захватываем.
незавершенный. Далее наш центральный незавершенный. И опять же из двух мы захватываем один выпуклый. И видите, да, 4 петелечки на крючке я провязываю вместе вот таким образом. И далее перехожу на противоположную сторону и выполняю все то же самое, что мы с вами выполняли. То есть вот 2 столбика, я захватываю второй, и выполняю 2 столбика с общей вершинкой. Далее вогнутый. Помним, да, то есть, ну, все точно так же, как мы выполняли с вами с противоположной стороны. Завершу выполнение я вместе с вами. Вот такие сокращения мы выполняем. И покажу, как мы с вами сошьем. Мы с вами выполнили наши сокращения, последний ряд, и давайте завершим его выполнение. Я выполнила, видите, 3 столбика с общей вершинкой. И далее очень внимательно я пропускаю петли подъема и ввожу крючок в вершинку выпуклого столбика. Выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Нить можно не обрезать, можно обрезать, оставив подлиннее. Выворачиваем на изнаночную сторону и будем сшивать или иглой, или крючком нашу вершинку. Я вывернула на изнаночную сторону нашу шапочку. И теперь смотрите. Вот моя вершинка от 3 столбиков. Я ее не трогаю. Далее ввожу крючок в следующую вершинку и вершинку на противоположной стороне. И подчеркну, мы можем выполнять крючком, можем просто сшить иглой. И я выполняю соединительный столбик или соединительную петлю. Итак, ввожу крючок в следующую вершинку и в следующую и выполняю соединительную. Все очень просто. Таким образом мы с вами выполняем до конца нашего ряда и нить убираем вдоль полотна. Мы с вами выполнили наше соединение, находимся на изнаночной стороне нашей шапочки. Вот посмотрим, видите, так полотно выглядит с изнаночной стороны. И выворачиваем, смотрим, что у нас получается по лицевой стороне. Вот наше соединение, видите, красивое, аккуратненькое. Наша макушка. И само плетение. Очень красиво смотрится, объемно. И напоминаю, что вяжется достаточно просто. Теперь посмотрим размеры. В свободном состоянии, смотрите, у нас 22 сантиметра. Шапочка очень эластичная, хорошо тянется до 26, даже 27 сантиметров. Но хочу сказать сразу, если вы хотите, чтобы ваши плетения, косы смотрелись красиво и аккуратно, ну, скажем так, не нужно, чтобы она сильно растягивалась. Обязательно это учитывайте при выполнении на ваш объем головы. Делайте небольшой образец, рассчитывайте. И теперь посмотрим. Высота. Здесь у нас получается 26 сантиметров, видите. Ну, скажем так, 25,5-26 сантиметров. Наши плетения вот так красиво смотрятся. Напоминаю, что вяжутся достаточно просто. И красивая, интересная макушечка у нас получилась. Нашу шапочку можно носить вот таким образом. И вот так. Тоже очень интересно и красиво смотрится. Видите, то есть плетение получается по бокам. Очень необычно, но в то же время очень-очень красиво. И давайте посмотрим наши варианты
как носить шапочку на манекене. Вот затылочная часть, видите, да? То есть мы вот таким образом можем одевать нашу шапочку. И я покажу еще один вариант. И еще один вариант, как можно носить нашу шапочку. Скажу сразу, смотрите, здесь можно заколоть или подшить. И вот так будет смотреться. То есть наши косы или плетения находятся с одной и с другой стороны, да, по бокам. Не знаю, но почему-то мне этот вариант нравится больше. Обязательно пишите в комментариях, какой вариант вам больше понравился. Шапочка подходит как для мужского, так и для женского пола. Можно связать, конечно же, из пряжи любого цвета. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. До новых встреч и творческих вам успехов!